Прямо танцы были просто атас. В испанский дом культуры Горбачев целуется с кем-то там из Германии, как будто в другое измерение так отлетаешь, а-ля делает каверы на Браво и Машину времени. В итоге я просто попал на последнюю песню. Купить себе пиво, полиция перегородила входы, чувак всех раскачал. Буду слушать офигенную музыку целых 3 дня с вечера и до самого утра рядом с морем. Народ колбасится конкретно. Снимал просто дохулиард сторисов, и есть что показать. Всем здорово! Сегодня меня зовут Борис, и я вам сегодня буду рассказывать про такой музыкальный фестиваль под названием Primavera Sound. Он проходит в Барселоне. Я бы даже сказал, это самый крутой музыкальный фестиваль, который вообще бывает в мире. Потому что там есть все. Там есть разные музыкальные жанры. Хочешь ты себе там трэпчик, пожалуйста, тебе будет трэп. Хочешь инди-электронику, пожалуйста, или инди-электроника. Какие-то старые легенды из 60-х, других каких-то эпох. Металюги, техно. Все, что ты можешь себе представить, будет на Примавере. Вот в таком, знаете, интересном формате, потому что Primavera всегда ищет оригинальные музыкальные таланты и привозит их на фестиваль. Я езжу на него постоянно. Я езжу на этот фестиваль, постоянно, и в этом году я тоже поеду, и сейчас до фестиваля остается меньше недели. Я очень хотел этот ролик записать как можно раньше, заранее, чтобы люди гуглили этот ролик, смотрели, заходили, узнавали о фестивале. В итоге до фестиваля остается меньше недели, у меня абсолютно нет времени. Что будет, происходить сейчас? Смотри, сейчас я открою свой телефон. Вот у меня телефон. Я буду смотреть сторисы, которые я снимал. Я обычно иногда с друзьями езжу, иногда я езжу один. И вот в 2022 году я был там один. И я наснимал просто дохулиард сторисов разных интересных. Через свои видео я очень классно раскрыл само место, то, как оно выглядит, и сам фестиваль. Поэтому сейчас я их просто буду смотреть и комментировать, что там было, что происходило. Может быть, мне что-то в голову придет интересное на ум. И когда-нибудь в будущем я сделаю нормальное видео, я думаю, где уже по порядку, по темам все разберу. Сделаю все красиво. Вот, а пока так. Сразу, предупреждаю, сторисов у меня очень много. Я не знаю, насколько видео получится. Наверное, может, минут на 40. Потому что и есть что показать. Поэтому поехали. Я включаю сейчас запись у себя. Вот то, что ты видишь обычно, если ты выйдешь со станции метро. Потому что... сейчас вот как раз, уже мысль новая пришла в голову. Один из прикольных плюсов Примаверы в том, что тебе не нужно ехать не жить в палатках, не мыться в каком-то там непонятном озере или душе. Все происходит в городе. Недалеко от центра города есть огромная площадка, которая называется Парк Дель Форум, на которой проводят всякие выставки или что-то еще, какие-то события на открытом воздухе. Раз в году размещают около 15 сцен, привозят больше, чем 100 разных исполнителей музыкальных, и вот происходит на этом месте фестиваль. И вот то, что я сейчас показываю, это именно то, что когда ты приезжаешь на этот фестиваль, с тобой едет огромная толпа народу, вы в метро, вы из этого метро, выходите, и вот что тебя встречает. Всякие решетки, полиция перегородила входы, народ стоит в очереди в туалеты, все разноцветные, все, в каких-то разных рубашках. И вот ты, просто идешь за толпой в сторону, видишь, вот это одно из помещений, где происходят концерты. Огромная толпень, масштаб просто завораживает. Каждый раз я испытываю, когда я захожу на этот фестиваль, вот, я пишу: «Здравствуй, старый друг, дорогой друг». У меня такое внутри ощущение, чувство, что будет классно, чувство, что я зайду на этот фестиваль, там будет классная погода, я буду слушать офигенную музыку целых 3 дня с вечера и до самого утра рядом с морем, где будет дуть такой классный влажный ветер под солнцем, купить себе пиво. Супер. И вот так встречает логотип, Primavera Sound. Поехали дальше. Вот я захожу на территорию фестиваля. Здесь огромная площадка.
мы как будто бы на перекрестке между разными направлениями. У нас есть около 15 разных сцен, куда пойти. Где-то постелили вот такой искусственный ковер, народ просто сидит, отдыхает. Одна из сцен, сидят люди на траве. Вот отличительная штука примаверская, это, по-моему, это солнечные панели. Над ними происходит, это как бы лестница. Ну, не лестница, не знаю, ступеньки. По этим ступенькам оттуда такой классный вид на всю территорию фестиваля. Ну, очень красиво, как бы, не знаю, по-особенному интересно. Вот панорама. Это я еще пока концерты не показываю. С этого места, конечно, видно, что Барселона — это огромный город, куча офисов, куча разных небоскребов, много всего разного. Здоровенный город. Кто-то выступает. Я зашел в толпу. И вот сейчас я буду показывать людей. Просто видите, да? Это одна из сцен, и народу битком. Такой как бы амфитеатр. Люди стоят внизу, и люди сидят на ступеньках, и нет свободного места. Вот эта группа называется Les Savifav. Это что-то типа такого гаражного рока, панк-рока с полностью отмороженным вокалистом. Вокалист, то есть ему как бы тесно стоять просто на сцене и со сцены развлекать народ. Он выходит в толпу и обычно активно взаимодействует с толпой. Он может подойти к тебе, типа, начать что-то тебя дергать куда-то, может попросить у тебя, короче, сигарету, может у тебя сорвать с тебя футболку, может, короче, не знаю, оторвать какую-нибудь дверь в клубе и попросить народ поднять его на этой двери, и он будет на ней вот кататься. И вот, типа, на этой Примавере он много всякой дичи исполнял. Второй концерт уже будет на, как бы, завершающем в клубе. И вот я как раз иду по вот этой, над этим местом с солнечными панелями. Вдалеке мы видим сцену с клубной музыкой. Вот там, типа, по-моему, она называется Boiler Room. Уже стемнело. Кстати, еще одна прикольная деталь. Я вспомнил, что есть вот, например, фестивали в Голландии какой-нибудь, в Дании, еще где-то, и у них у всех есть большой минус. Они все теряют в том, что они все заканчиваются очень рано, то есть они заканчиваются часов в 11, в 12, и все, народ пошел домой. Началось самое интересное, прикольное время, когда темно, когда наступила какая-то такая атмосфера именно вот для прослушивания музыки. И в этот момент фестиваль обычно завершается, потому что, типа, людям надо спать, людям надо на работу, там, даже если фестиваль будет на выходных, все равно, короче, он завершается где-то в 11. Например, в Голландии был фестиваль, в Амстердаме, называется Дикмантел, и этот фестиваль, короче, техно-электронной музыки, и вот он завершается в 11 часов. То есть тяжело как-то себе представить, чтобы была рейв, электроника, вот это вот техно, вся эта, короче, полная движуха завершалась в 11 часов, и люди шли по домам. Просто, ну это, короче, я не понимаю, как это работает, то есть в моей голове это не укладывается. Так вот, Примавера, на Примавере концерты идут до 6 утра. То есть ты приходишь к 5 вечера и уходишь назад в 6 утра. Ты как будто на работе, то есть ты реально... Ты слушаешь музыки, ей как бы наполняешься, что ты, грубо говоря, 12 часов на ногах. И это ты к этому привыкаешь, начинаешь ловить с этого кайф. В общем, как бы Примавера, она вот и этим еще хороша, что есть как бы и ночная, и дневная Примавера. Упс. Продолжаем. Это очень прикольная группа, такой вокалисткой, харизматичной, грувистая музыка, что-то около постпанка.
Густав, точно. Вот как она называется. Так, это, по-моему, Йола Тенго выступали. Они в этом году тоже приезжают. Я очень хочу на них попасть полноценно, потому что с такой дистанции как-то я не уловил немного. Такой монотонный ритм, краудроковый, гипнотизирующий. Это я зашел, по-моему, на сцену с техно. Интересно, кстати, что есть сцены, которые на открытом воздухе, вот как типа в начале вы видели днем амфитеатр, люди стоят, люди сидят. Есть сцены, где ты как бы заходишь, ну как бы типа в испанский дом культуры современный, и там будет выступать что-то именно подходящее под эту сцену, то есть что-то, где люди сядут, будет полная темнота, на экране высвечиваются какие-то эффекты, либо это будет что-то а-ля оркестр. А есть также сцена, где... Она же это огромная площадка. С одной крайней сцены на другую крайнюю сцену идти где-то, минут 20 пешком. Так, в общем, в одном месте... Там есть гараж, для машин, просто паркинг подземный. И в этом паркинге организовали одну из сцен. То есть ты заходишь, там они шторами огородили, там прям видно парковочные места. То есть ты стоишь на асфальте, и над тобой, значит, это парковочные места. Ты стоишь, и вот у тебя диджей играет какую-то там бешеную музыку. VTSS. По-моему, это польская диджей-исполнительница. Вот, начались очереди. По-моему, это Swans. Огромная очередь. Или это не Swans? Я уже не помню, если честно. То есть некоторые площадки ограничены по вместимости, и в них нужно немножко постоять, либо прийти заранее. Вот так выглядит вот это как раз советский, испанский ДК. Это группа Low. Да, ребята, это шикарная группа и площадка то, что нужно. Камера, конечно, не передаст. Даже близко. Там был такой, знаете, звук, такой бас, как у тебя до мурашек, тебя аж подпрыгиваешь на сиденье. Медленная музыка. Очень медленная. Она нарочно медленная, она специально медленная. Она как будто бы вот настолько медленная, чтобы вывести тебя из зоны комфорта, чтобы ты как будто бы тебя это раздражало. Типа, почему так медленно? А потом ты к этому привык и начал получать от этого удовольствие. И потом будет вот атмосфера сгущаться, нарастать, и вот будет взрыв такой из энергии. Это группа Low. Это круто. Это очень круто. Вот потом народ так расходится. Я вот стою просто между сценами, там рядом с водой. Сейчас вы, кстати, увидите, насколько близко территория. Вот уже водичка начинается. Вдалеке это эти, которые волнорезы, по-моему, они называются. И вот солнечная панель издалека, там тоже сцена. 3 сцены. Плакат на русском языке. Напоминаю, я был там в 2022 году, то есть когда начались разные всякие события, и
Вот такой там плакат был, который как бы перекликается с этим, ну, знаменитым граффити, где Горбачев целуется с кем-то там из Германии, президентом Германии, канцлером, не знаю. И в тот год Примавера проходила в 2 городах. Она проходила в Мадриде и в Барселоне. Они расширялись. Примавера постоянно пытается расширяться. То есть она всегда была в Барселоне, она родилась в Барселоне. Они пытались расшириться в Америку, в Лос-Анджелесе. Пытались быть в Мадриде, вот, проводили 2 раза. И сейчас они проводят фестивали в Южной Америке. По-моему, в 3 или 4 странах. Вот такой масштаб. Это уже я подхожу к главной сцене. И вот просто снимаю людей, потому что все такие интересные, колоритные на закате. Да, вот постелили они такой ковер. Прикольно очень посидеть. Тепло. Это Parquet Courts. Такая постпанк-группа, очень динамичная, движовая такая. Это, короче, вообще был просто отпад. Приезжал на Примаверу русский диджей Bad Techno, который вот играл то, что я ожидал от техно. Вот я прихожу на танцевальную какую-то электронную музыку, я хочу просто послушать классную танцевальную музыку. Я не хочу слушать вот какие-то там, точнее, как бы так вам объяснить? Я, не хочу, когда я прихожу на танцевальную музыку, углубляться в какие-то комплексы, в какое-то эго вот этого определенного исполнителя. То есть ему скучно делать какую-то танцевальную музыку, и вот он решил сделать какую-то хрень непонятную, где все будет звучать там наизнанку, все будет звенеть, там что-то взрываться и так далее, там как группа Otekra, если вы знаете такую. Я прихожу на техно, я хочу послушать просто классная техно. Вот раскачай, чтобы мы все хорошо провели время. И вот я пришел, и Bad Techno, русский диджей, сделал именно то, что до него был какой-то исполнитель. В зале было как-то так, знаете, то есть это подземная парковка, вот это паркинг. В зале было что-то не так много народу. Он начал выступать, количество людей начало подтягиваться. В середине сета стало настолько классно и кайфово, что, в этом месте все закурили. Просто вот люди начали крутить сигареты, начали, курить, и все закурили. И при том, что там нельзя курить, потому что там нет особой вентиляции, там жарко. Что уже говорит о том, что люди реально начали кайфовать. То есть прикольная атмосфера получилась, и чувак всех раскачал. Просто раскачал. Раскачал Барселону. Красавец. Один из лучших концертов за Примаверу 2022 года. Так, сейчас давайте отмотаем. Так, да, он закончился. Опять эта солнечная панель, супер фотогеничная, по другим ракурсам, когда народ туда-сюда ходит. А вот это, группа Lightning Bolt. Это знаменитая noise группа, очень быстрая. 2 человека в группе, барабанщик и бас-гитарист. Барабанщик наигрывает просто жесткий ритм. Вот он вышел на разогрев. Минут до концерта. Народ ничего не понимает, что происходит. Видно, что мужик умеет.
подписку, уже понятно, да, что за музыка будет. Барабанщик, он же вокалист, поет в какой-то такой микрофон, знаете, вот как у рта. Как будто в телефонную трубку говорит. Да, и вот он типа говорит, что чуваки, вот мы стали популярны из-за вот этого чела, и показывает на этого чувака, что типа пришел чувак, у нас особо песен не было, пришел чувак, говорит, блядь, типа, я вас буду продюсировать, вы, типа, талантливые челы, и мы с вами запишем альбом с нормальными песнями. И вот куда это обернулось, вот они сейчас здесь. Он говорит, they ruined us, he ruined us, he ruined us. Типа мы типа стали слишком мейнстримными, мы стали попсой. И вот один из популярных треков песен, такой бешеной энергии. На ютубе посмотрите, как японцы на их концерте отрываются. Просто там вообще дикость происходит. Вот тоже девчонка кверх ногами, там ноги торчали в толпе. Сейчас такой будет прям. Ну, что-то он вообще бешеный, просто бешеный чувак. Да, и вот это очень прикольная группа. Я безумно был рад, что смог увидеть их своими глазами, потому что, ну, вот они особенные. Вот это реально ребята, выделяющиеся из любой толпы музыкальной. И их стоит заценить, хотя бы знать, что это такое. Возможно, эта музыка не для вас, и это нормально, но знать, что вот есть такое, это определенный кайф. И вот мы снова в этом амфитеатре. Народ медленно так спускается в развалочку. Гаражная рок-группа. Там он в центре месива. Практически не слушал Idols, но знаю, что мне бы понравилось. Группа прикольная. Я выбрал. Очень было волшебно. Летняя ночь. Там погода прекрасная. Стоишь в толпе народа, слушаешь бич-хаус. Все вот эти песни такие мелодичные, мечтательные. Если вы знаете бич-хаус, то вот то
точно по этой песне. Круто. Space что-то там. Space Cherry. Не помню. Даже вот по цвету, да. Как будто в другое измерение так отлетаешь. Такое мечтательное, как, не знаю. Перед сном как будто в детстве сказку какую-то читаешь в книге. Это... А вот сами угадайте, кто это. Было круто, могу сразу сказать. Прямо танцы были просто атас. Такие 80-е, как будто окунулся. Вот догадались, кто это? Вот что могу сказать про эту группу, то что вот нагнетание атмосферы, вот это вот, которая потом переходит в такие танцы, вот они умеют. Круто. Кайфово. Это Boy Harsher. Народ колбасится конкретно, прыгает от удовольствия. Ну и вроде последняя уже. Boy Harsher, по-моему, закрывали ночь. То есть выступали около 4-5 утра. Это их еще надо дождаться. И я помню, что кто-то вот из знакомых не дождался, поленился. И вот что они пропустили. Да, вот это один из дней, по-моему. Или даже, по-моему, я как-то даже 3 дня собрал в одно. И сейчас я стою в клуб под названием Apollo. Apollo — это один из главных клубов в Барселоне. И да, и здесь будет уже как бы автопати. Я забыл сказать, что в Барселоне, значит, есть препати и автопати. То есть это настолько громадный фестиваль, что есть 3 полноценных дня вот именно на этом форуме на огромном, где 15 сцен, где куча исполнителей, но также у них есть где-то 3-4 дня до фестиваля концертами каждый вечер. Причем не в одном месте, а сразу там в 4 местах. То есть, грубо говоря, фест начинается в четверг, у тебя во вторник, в среду, а может даже еще и в понедельник будут концерты в 4 разных площадках каждый день. Классных, причем групп. Не просто там какая-то, знаете, группа местная, там а-ля делает каверы на Браво и Машину времени, а реально какую-то группу там из Англии привезут, вот тот же Beach House могут привезти или еще кого-то. И также концертами они завершают
завершают фестиваль. И вот как раз на завершение я смог попасть. Я не смог попасть на припати, я смог попасть на автопати. И вот сейчас я показываю вам автопати. И на автопати выступает датская группа. Упс. Из Копенгагена. Такой постпанк, такой тягучий. Прикольно. Много энергетики от вокалиста, фронтмена. Так, вот это группа King Lizard and the Lizard Gizzard. Гаражная рок-группа, которая просто плодила альбомы пачками. Делала их на уровне на одном. Такая веселая, позитивная. Без мрачняка, без депрессухи, без чего-то такого лишнего, знаете, личного какого-то, лишнего актерства, сгущения красок. Вот еще классная группа Bauhaus. Это вот типа как готический рок или что-то вроде того. Тоже постпанк на самом деле. И вот как раз у них актерство на максимальном уровне, где там фронтмен изображает из себя что-то там полурелигиозное, там какой-то антихриста, все в красных тонах. Ну, это круто. Микрофон прям так стойку обнял. Да, там бас-гитарист такой. Делал такой интересный эффект на струнах. Как манекены такие, они встали, короче, замерли и двигаются туда-обратно, туда-обратно. Да, здесь, конечно, актерство на максимуме. И вот, короче, опять появляется чел из Le Savifab, который вообще отбитый. Ну, по-хорошему, я думаю, что он офигенный чувак, на самом деле. Просто вот он делает шоу, не стесняется. Выходит в толпе, делает с толпой вообще, чего хочет. У него как бы сцена, это не сцена, а весь зал, весь концертный зал. Сейчас покажу, что он будет делать. Народ и так уже разгоряченный, то есть всем и так уже клево. Градус на максимуме. Да, вот, короче, начинают людей туда-сюда таскать. Да. Вот тащат какого-то чувака на руках, а вокалист, фронтмен этой группы, он уже сидит на балконе и просит, типа, людей: держите, короче, меня за ноги, я сейчас кверх ногами вот так вот буду висеть, смотреть вот так вот, смотреть, короче, на людей и в микрофон петь что-то, продолжать петь. Но, видимо, они его не особо как-то крепко держат, и он немного небезопасно себя чувствует. Ну вот, видите, да, он там что-то даже потом начинает орать на чувака. Потом встает, смотрите. Ходит босиком по балкону. Круто, конечно. Я думал, он спрыгнет. Потом он пришел ко всем к нам. Он, короче, еще ко мне подошел. Он что-то там, типа,
типа там орет всем: да, раздевайтесь, снимайте футболки, типа все, сейчас будем там отрываться по полной. И я, короче, стою, помню, я там просто снимал на телефон. У меня еще такая футболка была классная, недавно купил, там такая зеленая. И, в общем, он ко мне подходит такой, говорит, типа, да, отдай мне, типа, свою футболку, я ее на себя надену. Типа, ты мой фанат. Тебе же ничего не жалко. То есть как этого, конечно, он ничего этого не говорил, это просто вот образно, типа, читалось он за доли секунды. Но я говорю: нет, чувак, извини, типа, футболку не отдам. И он от меня отстал. После этого он пошел, и вот дальше видите сами, смотрите. Типа говорит: все, ребят, засыпаем, спим крепко, все в порядке. Завтра проснемся, будет новый день. Завтра будет нормально. Tomorrow will be alright. И реально люди так легли все. Кто-то глаза закрыл, расслабились. Народ сигарету закурил. Классно. Вот где вот на каком концерте такая штука была? У меня вот только вот в один раз на памяти. В памяти. Он говорит, кто-то меня по лицу ударил, но это нормально. Потом вот фитнес начался. Вот название группы перед вами. Гуглите, смотрите, что он вытворяет. Потом, это уже, по-моему, другое место или другой день. Тоже автопати, по-моему, оно продолжалось. Тяжело, кстати, сказать, какой день это было. И вот 5 часов мы ждали ради вот этого чела. Янглин. Блин, и он реально крут. Реально раскачивает. И мне понравилось. Было классно. Прикольно, как вся толпа знает наизусть текст. Да, и вот это... не помню, забыл, как называется. Ладно, неважно. Прикольно, что в этот момент я пытался снять толпу, как толпа, типа, качается под музыку. И в этот момент настолько такая амплитуда, короче, в толпе высокой стала, что я... Мало того, что я чуть телефон не выронил, я не смог даже ровно стоять. Вот. И после этого я как раз подхватил у следующего диджея Are You Alive? А вот это ребята как раз среди друзей Янглина. Я встретил, кстати, на фестивале шведов, которые приехали вот ради вот этих ребят. Вот стоят
Стоят, короче, 3 чувака, которые просто Drain Gang, которые поют под автотюн. Не знаю, мне не вкатило. Вот они под автотюн фигачат, и толпа шедов приехала ради них. Ну, прикольно. Ну, ладно, окей. Вот просто уже начинается такое прям автопати. Для тех, у кого осталось энергии, остаются на всякую разную электронику танцевальную. Вот это вообще просто красавец. Ставил 80-е электронику, что-то типа Крафтверка. Такое вот начало синтезаторной музыки. Я просто вот... И вот напоследок это, по-моему, Slow Dive, на которых я, по-моему, стоял типа 5 часов в очереди, и я просто, когда на них стоял, Да, это Slow Dive. Я когда на них стоял, я был уверен, что я не попаду, потому что они в том году, в 2022, сделали как-то очень тупо. Те, у кого VIP-билеты, они могут пройти без очереди, а все остальные, типа, ждите живой очереди. И настолько было много желающих в том году, что, 5 часов стояли в очереди. И это Slow Dive была последняя группа на тот день. Я ждал, я просто хотел увидеть хотя бы немножко. Плюс в толпе было прикольно стоять, потому что ты стоишь с разными людьми, с ними просто болтаешь, было весело. И вот как так, короче, в итоге я просто попал на последнюю песню у Slow Dive. Но хотя бы этому рад. Вот все. Это все мои, короче, сторисы, которые я наснимал. И вот можете увидеть, да, сколько? 45 минут я уже наснимал. Так это все было. Замечательный фестиваль. У меня есть еще видосы с 23-го года, и уже меньше чем через неделю начнется новая Примавера, на которую я тоже еду. Буду тоже снимать. Посмотрим, как будет все там. И надеюсь, что вам еще покажу. Вот. На этом все. Подписывайтесь, спрашивайте, что вам интересно узнать про этот фестиваль еще, что я не рассказал, что я не затронул, что было бы интересно узнать, потому что я могу об этом фестивале рассказывать часами. Вот. Поэтому, короче, вот, на этом все. Давайте. Покеда.